Сегодня 22 августа, и в 16 часов мы начинаем работать. Продолжается класс, второй день класса. И я уже завтра покажу вам то, что мы будем делать сегодня вечером. А сейчас пока ответы на несколько вопросов. Людмила Колодникова. Я смотрю ваши ролики, и постепенно у меня изменяется взгляд на живопись. Я немного пишу маслом, и это натюрморт. Мне очень нравится живопись голландская, фламандская, поэтому мои работы пишутся в этом стиле. Я ничего не заканчивал, имею в виду по живописи. Пишу дома, я пенсионер с большим стажем, но ваши отдельные работы мне нравятся. И я ловлю себя на том, что мне тоже хочется писать как импрессионисты. Но натюрморты импрессионистов меня не трогают. Очень грубоватые и поверхностные. Импрессионизм хорош только в пейзажах, или я чего-то не понимаю. Ну, вкус, например, да. Нельзя же, например, вы любите торт, например, Наполеон, Бизе или вот Прага, например. Ну, вот сильно любите. Так что вот прям все. Вот все ему, все предпочтения, все столы и всех гостей именно. А почему? А вечером, например, пришли гости, водочку, пивка для заводочки. Ну что же, только тортом будете угощать? Может, селедочку тоже поставить? Или, я не знаю, салатик? Просто другое качество еды, не сладкое. Я уверен, что и вам, и вашим гостям это нравится. Разнообразие еды. Все туда, все в брюхо. И сладкое, и соленое, и горькое. Один умный человек сказал, даже если я люблю шампанское, но если каждый день, то через какое-то время оно не приносит радости. Нужен перерыв. Ну, представьте, что вы, например, любите песню Малиновки, заслышав голосок. Вот очень любите. Но каждое утро она в 7:30 вот здесь вот звучит. Видимо, лагерь какой-то. И вот она, вся песня целиком проигрывается громко на весь Гурзуф. Но она же, даже если вы любите, она же перестанет быть любимой через какое-то время. То есть я клоню к чему, Людмила? К тотальному разнообразию, к восприятию разнообразия во всем. Нахождению прекрасного в различных стилях. Даже в одном стиле, например, импрессионизм хорош и когда человека пишут, портреты, фигуры, натюрморты и, конечно, пейзажи. Потому что импрессионизм – это передача ощущений, впечатлений. Это не значит, что есть только точечки, крючочечки и завиточки. Это правда цвета, вообще-то, я бы так сказал. Это убедительная, невыдуманная, как, кстати, у фламандцев, правда цвета. Вот если есть холодное, то холодное. Чего там городить в небеса какую-то, я не знаю, умбру? Зачем? А так писали раньше. Ну, может быть, потому что кобальт был невероятно дорог. Ну, не делали краски холодные вообще. До какого-то времени. Врубель ценил кобальт синий. Это как на вес золота. Он только в нескольких местах его как драгоценность клал. Так что я за то, чтобы писать то, что видишь, а не то, что напридумывалось. Или то, что знаешь, как Фешин говорил. Видишь селедочку? Пожалуйте. Я был как-то давно на заводе, где торты делают. И я спросил, наверное, женщины, значит, все это торты, как это, конвейер, они там все укладывают. Я говорю, а какое ваше самое любимое блюдо? Они говорят, селедочка. Опустили глаза, селедочка и всякие такие, вот солененького что-то хочется. Компенсация. Гросс Вольдемар 2. Вячеслав Вениаминович. Да, Гросс Вольдемар 2. Как вы, на свой взгляд, отличаете работу профессионала от любительской? Вот пример перед глазами не попсовая разукрашка. Но есть подозрение, что рука не профи. Что прежде всего выдает неуча? Композиция, тон, цвет или все сразу? Или так, что у работ профи присутствует обязательно? Вы знаете Гросс Вольдемар 2? Вот, например, человек, например,
певец. Нет, выходит на сцену петь. Ему очень нравится. Поет громко. Или просто вот гости собрались, папа мой, например, любил подпевать. Но в ноты не попадал. Слушать было невозможно. У меня хороший слух, но невозможно. А человек любит петь. А еще одна женщина, знакомая, она тоже громко поет, застолье. И вот она не то, что в ноты не попадает, она еще и мимо ритма. То есть раньше начинает, позже заканчивает. Не в попад, не в лад со всеми, не владушка такая. Профессионал всегда попадает в ноты. Он может немножечко там охрипнуть, но в ноту попадет. А любитель нет. Это то же самое, что вот, например, вы любите, что вы любите? Оливье, например, да, целую тарелку вы поставили оливье, все едят, все нравится, чмогут, а вы берете ложку, зачерпываете и несете мимо рта. Вторую ложку, опять мимо рта. Вы не насытитесь, мимо, идет туда внутрь, вкус не почувствуете. Вот любитель, он всегда ложку мимо проносит. И он не насытится, и гостям весело. Анна, почему считается, что кобальт фиолетовый темный не очень нужная краска? В тенях ее применяют, я слышала, и все. А в цветочных композициях и вообще очень яркий, красивый цвет. Объясните, почему то, что она лессировочная, считается недостатком? Да нет. Как-то мне Бато говорил, что вообще нужно у тебя фиолетовую выкинуть, убрать на какое-то время. Он сам любит фиолетовости. И я тоже, мне кажется, я начинаю преодолевать эту любовь к фиолетовости. В природе же нет такого прям кобальта вот этого фиолетового, темного. Все очень такое вот наполнено, конечно, холодом, естественно. Небо ж синее вверху, поэтому все пропитано синим. Но не фиолетовое же небо вверху. Вот что рефлексирует. Поэтому глаз все время смотрит кругом и привыкает к тому, к этому цвету, который разлит в пространстве. И излишняя фиолетовость мне кажется убедительной. Как-то диссонирует. Не очень приятно смотреть. И потом, если это уж очень нужно, всегда есть краски, из которых можно сделать фиолетовую. ФЦ смешайте там с розовым каким-то хинодрионом или караплаком и получите то, что вам нужно. Я тоже выдавливаю всегда фиолетовую краску на палитру, но она практически так выдавлена, так и остается неиспользованной. Наша задача передать правду. Вот, исходя из этого, видимо, мы и в приоритетах используем те цвета, которые передают эту правду. Фиолетовый, лаванда, если цветет, и то можно без фиолетовой обойтись, когда ты ее пишешь. И потом мы же пишем ситуацию целиком, а не конкретно вырванный кусок. Так вот смотрим на этот фиолетовый и все. Это же все вместе. А раз все вместе, значит, есть влияние того, что вокруг. У меня есть урок, где я писал пионы. И вот это, посмотрите, как это решено. В контровом свете лишь кромки лепестков были на солнце, и вот эта розовость все-таки сдержанно решена, благородно, не ядовито, не как вспышкой электросварки. И в этой композиции все работает. Тени, как решена ваза, как зелень. Это целиком, это произведение маленькое, небольшое, 30×40. Как средствами живописи решить такую сложную задачу? Натюрморт с пионами против света с высокой линией горизонта, когда тени идут прямо на меня и являются частью композиции. Этому посвящен 5-й урок в моей онлайн-школе живописи.
На видео весь процесс создания этого натюрморта с подробными объяснениями.